Всем привет, народ! Сегодня мы будем разговаривать о блокчейне Тон, об экосистеме Тон, потому что все наши телеграм-боты, все наши тапалки и кликеры завязаны именно на экосистеме Тон, на блокчейне Тон, потому что альтернативы вроде бы есть, но для нас, для того сообщества, которое смотрит мое видео, смотрит видео подобного рода, они именно пользуются телеграммом. Есть у нас альтернативы там на Вичате, есть альтернативы на Лайне, есть другие альтернативы, которые для данной аудитории, как мы, недоступны, и мы пользуемся Телеграмом, одной из самых обширных мессенджеров, соцсетей образно. И поэтому будем обсуждать сегодня Тон, потому что любые ролики, где я рассказывал бы о каких-либо телеграм-ботах, обязательно несколько человек, либо один человек касается всегда экосистемы Тон и Тона в том числе. Поэтому сегодня я сделаю ролик о тех своих мыслях, о своих умозаключениях, которые думаю именно я, потому что отвечать каждому в комментариях постоянно одно и то же я не могу, это очень большой текст, это все расписывать, так что будем сегодня это укладывать в один общий обзорчик, укладывать все мысли в одну общую кучу. И сегодня я расскажу свои мысли, сугубо субъективные, о вот этой взаимосвязи между экосистемой Тон, нашими телеграм-ботами, таплоками, кликерами, почему все так происходит, почему наши токены никому не нужны, которые мы с вами зарабатываем, почему мы зарабатываем очень-очень мало, и в последнее время нас все время скамят и скамят. Давайте начнем. И начнем мы, наверное, с Телеграма. Начнем мы с Телеграма. И начнем с истории. Что нас вообще вместе объединило, почему мы все вместе здесь собрались и это все обсуждаем? Потому что вышел первый в своем роде телеграм-бот, который помогал людям заработать денег простыми действиями, кликанием по экрану. Самый первый телеграм-бот — это у нас наш знаменитый Notcoin. Notcoin — это детище нашего телеграма, экосистемы Тон, полностью созданная именно Павлом Дуровым и его командой. И он прародитель всех остальных телеграм-ботов, он создал эту тенденцию, и он виноват, точнее не он виноват, а он именно создал начало того конца, который мы видим сейчас во всех телеграм-ботах. Но давайте идти по порядку. Смотрите, Notcoin у нас телеграм-бот, который вышел в принципе в конце 2023 года, вот в их основном новостном канале Notcoin комьюнити, получается, вот 14 ноября был создан канал, и они начали выкладывать свои новости. И первая такая запись, я не знаю точно, поправьте меня, если я ошибаюсь, потому что я не принимал участие в Ноткоине, я не тапал Ноткоин, я зашел на Эри Хомяка. И здесь вот в постах их указано, что бета-тестирование какое-то было, получается, этого телеграм-бота. Вот у нас есть нот, получается, и старт, и это у нас 6 декабря, конец 23 года. У нас эра начала телеграм-ботов, тапалок и игр, в которых мы можем зарабатывать с вами, тратя свое драгоценное время. Сразу говорю, не заходите в телеграм-боты, не вносите сюда донаты, не тратьте время, не давайте зарабатывать им на вас, на вашем времени, на ваших деньгах и на самом драгоценном, на вашей жизни, зарабатывать другим людям и решать свои собственные проблемы. Я имею в виду сейчас экосистему Тон. Вот, начался у нас в конце 2023 года телеграм-бот Notcoin. Что такое Notcoin? Это один из первых телеграм-ботов, который дал нам возможность заработать. И он действительно дал возможность заработать. Люди, которые тапали, я не буду врать, конечно, потому что я не принимал участие, но по словам людей, кто-то там, может быть, даже и $100 заработал, и $200. То есть, кто сколько тапал, в принципе, для того времени это было нормально, нифига себе. В какой-то игрушечке мы зарабатываем тут по $100-200, а кто-то, может быть, даже и $300. Notcoin нам дал заработать. И все говорят, что Notcoin был последним телеграм-ботом, который дал людям заработать. Нет, он был первым ботом, который нас втянул во все это. Это было начало конца, если бы вот так кратенько сказать. Почему такой вывод? Давайте с вами перейдем в браузер, и я там на определенном примере начну свою историю, свое повествование своих мыслей. И вы, наверное, свяжете все это между собой.
Чтобы каждый раз не повторять, мы будем с вами находиться на дневных графиках тех или иных токенов, мемов, не знаю, щитков, как назовите это все как хотите. Но в данный момент мы находимся на токене, точнее даже не токене, на альткоине Тон, у которого есть своя экосистема, свой блокчейн, поэтому он и является у нас альткоином. И для чего я все это показываю? Смотрите, график у нас в принципе на того же тона, да, ну ничем не будет отличаться от графика, ну, образно того же эфира, да, как работает рынок. Приблизительно так же работает, ну, также у нас существовал ноткоин, также у нас существовал эфир, да, был булран небольшой, да, когда у нас биткоин пробивал свою АТХ, все росло, в том числе и сам тон рос. И приблизительно так же сейчас рынок падает, и следом за ним падает и эфир падает, и тон падает. И можно сказать, что в принципе-то тон у нас не такой уж и плохой, он просто повторяет рынок. Какая ситуация на рынке, так у нас и поступает тон. И ничего в этом нету страшного. Любой альткоин в принципе так делает. Если мы перейдем на график XRP, но XRP у нас немножечко поступает по-другому. Да? Он немножечко сейчас в боковике, в отличие от того же тона или от того же эфира, который у нас валится и валится как и тон. Но если мы перейдем на график Solana, то он тоже в принципе как XRP сейчас находится на каком-то вот, ну не боковичке, тоже вот как приблизительно. И эфир себя ведет, то в принципе у нас тон работает как и весь рынок. Ничего в этом сверхъестественного нет. Но смотрите, в чем заключается моя мысль. Блокчейн тон, созданный Телеграмом, созданный Павлом Дуровым. И чтобы развивать свой блокчейн, в одно прекрасное время Павел Дуров у нас раздал инвесторам за денежку свои токены тон. Тем самым инвесторы получили тон, но залоченный тон, который они не могли сразу продать, он у них был залочен на определенное время. И они за это дали Павлу Дурову денежку для того, чтобы он смог развивать свой блокчейн. Развивать Telegram и все. Но когда-то время разлоков кончается у нас. И получается, инвесторы получают свои токены и хотят забрать свою прибыль. Они вложили энное средство, энное количество денег, они прождали энное количество времени и хотят забрать свои деньги и сверху забрать свою прибыль. Вот. И как вообще происходит в рынке, да, если происходят разлоки, получается большое количество какого-то либо актива, и он тут же начинает литься в стакан, то у нас просто летит в бездну любой актив. Это будет с чем угодно. Если сейчас разморозится вдруг и оживет у нас тот же кошелек Сатоши Накамото, в котором находится неимоверное количество биткоинов, да, и они полетят сразу в стакан, то биткоин у нас укатается просто в дно, в нереальное дно, потому что очень большое количество активов вливается в стакан. Это рынок и по-другому не работает. И блокчейн тон у нас не исключение. Если разлоки, если большое количество тона, и если все это влетит в стакан, то укатывается сам токен. Но, как вы видите, в принципе он живет рынком. Что помогает тону держаться вот в таких вот разлоках? Это у нас карта разлоков блокчейна тон, экосистемы тон. И вот сейчас мы находимся вот здесь с вами. Сегодня вот 15 марта мы здесь находимся, ну, ролик снимается, грубо говоря, 15 марта. И вот здесь у нас небольшое такое вот затишье перед гигантским разлоком опять. Скоро будет тут гигантский разлок, и вы увидите, что, ну, если Павел Дуров сможет спасти свой блокчейн, свою экосистему, то тогда мы не увидим больших красных палок и падения тона. Как же Павел Дуров умудряется вот в такой вот ситуации гигантских разлоков держать более-менее по рынку свой токен? Добро пожаловать в Telegram-боты, добро пожаловать в тапалки и добро пожаловать в кликеры. Аудитория Телеграма очень большая. Мы с вами, большая часть из нас не знала про криптовалюту, не знала, что такое вообще криптовалюта, как она торгуется, как она работает. И нас при помощи ноткоина, при помощи хамстер-комбата, ну не будем приплетать сюда хамстер-комбат, при помощи ноткоина завели в этот лес. И получается, с нас на это время дали нам кормежку в виде ноткоина, чтобы заманить нас вот в эту веху рабства, когда мы с вами отдаем свое время, отдаем свои деньги, потому что сейчас очень много донатных тапалок, для того, чтобы экосистема тон
и блокчейн Тон жили. Жили за наш с вами счет. Почему я так думаю? Давайте исходить из простейших фактов. Переходим на график ноткоина, первого нашего телеграм-бота. И вот он вышел очень замечательно, с небольшой капитализацией, да, и в первые же часы, в первый же день, точнее, даже торгов, дал очень хорошее начало, очень хорошо вырос. Немножечко его осадили, потому что люди продавали свои токены, но он все же рос. Рос до определенного времени. Рос ноткоин у нас до приблизительно, вот если мы снизу с вами посмотрим, до начала июня месяца. То есть третье, вот тут число, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Приблизительно до этих чисел рос у нас ноткоин. Переходим обратно на график разлоков Тона. И если мы перейдем сюда с самое начало, да, давайте сейчас сокращу, и вот сюда в самое начало и ткнем сюда, то вас прекрасно удивит, что дата начала разлоков началась в начале июня 2024 года. Со 2 числа начались разлоки у инвесторов. И вот 2, 3, 4, 5, 6, там 7 число пошли разлоки. И что произошло у нас с токеном Тон? Он начал укатываться. Возможно, у токена Тон, у токена NOT было будущее какое-то, но экосистема Тон похоронила этот токен своими разлоками. Все завязано на ликвидности. Давайте обсудим с вами, что такое ликвидность, если до сих пор кто-то не знает. Ликвидность – это когда есть покупатели и есть продавцы. То есть ликвидный актив, он как продается легко, так и покупается легко. Любой ликвидный актив. То есть если у вас, не знаю, там есть очень-очень старый телефон, никому не нужный, это не ликвидный товар, вы его не сможете продать, потому что нету на него покупателей. А если товар ликвидный, у вас хороший новенький iPhone, по принципе очень хорошей цене, ниже рыночной, да, то у вас есть iPhone, вы его можете легко продать, и есть люди, которые могут его легко купить. Это и есть ликвидность любого актива, когда есть желающие продавать и есть желающие покупать. Вот, и здесь, в принципе, ноткоин работал с нормальной ликвидностью все это время до того момента, когда начались разлоки в экосистеме Тон. Он был ликвидным активом, люди хотели его покупать, люди в него верили, у людей была надежда на ноткоин. Все. И с тех пор ликвидность с этого актива начала уходить. Почему говорят, что экосистема Тон высасывает ликвидность со всех своих токенов, которые выходят на их блокчейне? Высасывание ликвидности и есть, когда сам блокчейн, сама экосистема Тон продает те токены, которые они получили. Потому что в любом случае блокчейн получает часть этих токенов, как на том же аирдропе и листинге, да, потому что есть... В любой токеномике есть вот это вот пункт, да, как ликвидность и как развитие экосистемы. Все, это и есть токены блокчейна, которые они получают от любого проекта, и сливая их, грубо говоря, в стакан, то есть продавая продавцов, и плюсом мы еще продаем, и ликвидности нету. Ликвидность любой проект заносит как? То есть вы, получив свои токены, вы их будете продавать. Задача проекта, задача маркетмейкеров их откупать, создать ликвидность. То есть вы продаете, они покупают, у токена есть ликвидность, токен в принципе живой, кто-то его продает, кто-то его покупает, у людей есть в него вера, все. Любой токен тогда работает. Когда убирается ликвидность, убираются маркетмейкеры, убирается пул, убирается токены убирается, точнее, все деньги для откупки этого токена, то все, ликвидность пропадает и появляются только продавцы. Мы с вами, которые льют в стакан, и токен укатывается. Вот один из тех факторов, что начало июня 2024 года и начало июня 2024 года, начало разлоков и начало падения Тона связаны взаимно между собой. Переходим далее. Что у нас есть еще? Есть DOX, который выходил после ноткоина. Ноткоин вышел, после него вышел DOX. В принципе, вроде раздал. В принципе, у них нормальный рост был. Но
Ничего более, как укатки, нету. Вы сейчас скажете, что просто токен никому не нужен, все его продавали. Смысл любого проекта, смысл любого маркетмейкера, опять же, повторюсь, создать ликвидность, создать такое же количество покупок, как и продаж. То есть, если есть ликвидность, то будет жизнь у токена. Если нет ликвидности, то не будет жизни у токена. И экосистема Тон должна была создать эту ликвидность, но она ее высосала, не создавая эту ликвидность. И тем самым все токены, которые существуют в ее экосистеме, укатываются. И вы сейчас скажете, что любой токен просто никому не нужен. Я приведу вам пример Hamster Combat. В принципе, сейчас токен, видите, востребован. Он немножечко начинает отрастать. Потому что у них вышел второй сезон, люди в него верят, есть определенная аудитория, есть токены, которые откуплены в гигантских количествах, хранятся на кошельках, холдят ее. Скорее всего, это одни из разработчиков и их приближенные люди. То есть у токена есть будущее, и токен вроде начинает оживать. Но Hamster Combat одно дело. Есть у нас токен Кетти. Вышел на блокчейне Тон, на экосистеме Тон, и он укатывается, и укатывается, и укатывается. Мне опять вы напишите в комментариях, что просто этот токен никому не нужен. Но вы будете очень глубоко заблуждаться. А заблуждаться только по той простой причине, что у Бомби, если вы хотите, подпишитесь на канал, либо ждите выхода ролика про Бомби. И последние последние новости по Бомби у нас говорят о том, что у них очень гигантские заработки за счет донатов своих постоянных пользователей. То есть, я и есть такое же комьюнити, которые верят в проект Бомби, которые донатят туда, причем десятки тысяч долларов. Не тысячи, не сотни долларов, да, а десятки тысяч долларов. Люди по 10, по 20 и по 30 тысяч долларов вносят в проект Бомби. И как вы думаете, в каком токене они вносят? В USDT? Может быть, в Тон? Нет. Токены Кетти одна из основных платежных элементов в Бомбе. А почему? Потому что скидка за платежи в токене Кетти составляет 30%. Даже фрагмент не дает таких скидок. То есть за звезды покупать менее выгодно. За Тон покупать менее выгодно. За USDT покупать менее выгодно. Легче купить резко на рынке, на бирже любой, перевести на кошелек и задонатить, получается, в Бомбе именно в Кетти. То есть вы получите тот же самый бонус, но только на 30% дешевле по рыночной стоимости Кетти. Все, постоянно цена покупки меняется в зависимости от рыночной стоимости Кетти. То есть, в данный момент в Бомбе занесено гигантское количество доната. Суммы этих донатов уже превышают десятки миллионов долларов. Точнее, не десятки, да, а уже больше 10 миллионов долларов внесенных донатов. И как вы думаете, отражалась бы на графике постоянная покупка? Продавать токен Кетти некому. Мы очень редко, то есть у нас аирдроп пассы проходят по 3 месяца. То есть каких-то мега разлоков нету. Вы думаете, все это время команда разработчиков продает свои токены? Я так не думаю. У нас некому уже продавать на протяжении всего этого времени. Только покупают люди и покупают, чтобы донатить в новые проекты. Токен при покупках должен расти. Но у токена нет ликвидности, потому что он находится в экосистеме Тон. В блокчейне Тон, который высасывает эту ликвидность, не дает заносить туда ликвидность. Вы сами знаете, что на DEX биржах можно конвертировать Кетти Тон, допустим, Hamster Тон. То есть эта ликвидность и есть. Она равное количество Кетти, равное количество Тона. И когда забирают Тон, то получается Кетти уже начинает ничего не стоить, потому что нет обменного курса. Все, ликвидность высосана, нету никакой надежды. Поэтому, если мы перейдем обратно на карту разлоков, то с каждым разом это все тяжелее и тяжелее и тяжелее и тяжелее. Поэтому у нас эра закончится это у нас в декабре 2027 года, в конце декабря 2027 года, и светлого будущего у нас не видать. Отчасти в неудаче телеграм-ботов есть вина Тона, отчасти, только отчасти. Вот. А также еще зависит все от самих разработчиков, тех, кто сделал этот проект, как они решили внести все-таки в ликвидность, потратить ли максимально своих денег, чтобы создать ликвидность своего токена, либо забить, так как и так высасывается тоном ликвидность, кинуть все в стакан и хотя бы свое забрать, плюс сверху несколько миллионов заработать и убежать счастливо. Вот. Так что я думаю, до конца 2027 года, декабря,
никакой удачи у нас в телеграм-ботах, тапалках нам не видать. Пока это происходит на блокчейне Тон, на экосистеме Тон. И были проекты, которые желали вырваться. Это, допустим, тот же Goblin Mine, который хотел выйти на Solana. Ну, точнее, он выходил и на Solana, и на блокчейне Тон, но его зарубили, ему пришлось перейти на Тон. И что сейчас у нас происходит с Goblin Mine? Вы скажете, что они просто скамеры. Ну, возможно. Но токен укатался просто в неизвестную бездну. Вот. Что у нас в PAVS? PAVS все-таки решил вырваться из этого и сейчас выходит на Solana. Так что, возможно, у PAVS есть какое-то будущее. И у нас есть шикарная возможность проверить, действительно ли все-таки блокчейн Тон виноват в том, что он укатывает свою экосистему, укатывает токены своей экосистемы и не дает развиваться телеграм-ботам, ТМАшечкам. Или все же виноваты здесь вообще разработчики в общем и целом. По моему мнению, у телеграм-ботов, у ТМА было бы будущее, если бы блокчейн Тон не создавал вот такую ситуацию с разлоками, если бы Павел Дуров не создавал вот такую ситуацию, и нас затянули с вами вот в эту вот бездну. При помощи ноткоина нас с вами затянули в ТМАшки, затянули вот в эту разлоченную систему блоктона, чтобы мы при помощи своей активности, при помощи своих денег не давали токену Тон укататься в бездну, потому что мы с вами и создаем ту ликвидность, мы, то есть, вливая свои деньги, даем жить токену Тону и ну, альткоину даже Тону, и блокчейну Тон, и экосистеме Тон в общем. Так что нас использовали как расходный материал, нас использовали как дойных коров. Спасибо Павлу Дурову, который в свою очередь начал в своем телеграме теперь распространять что? Совершенно верно, NFT-шки, тикеры, точнее стикеры, NFT-шки и тому подобное. Для чего, как вы думаете? Чтобы развить свой Telegram, свою сеть, свой мессенджер? Нет. Для того, чтобы, потому что он видит, что система ТМА тапалок загибается, люди поняли, что это скам, поняли, что их кидают, поняли, что их затянули в рабство и не играют больше в эти Telegram-боты, активность на них упала. И люди уже в это не верят. Их нужно затягивать в новые авантюры. Авантюры в виде NFT, авантюры в виде стикеров, чтобы заново высосать из нас еще денег для того, чтобы выжил Пашин блокчейн, Пашины детище. Вот такой вот сегодня был рассказ, вот такое сегодня было мое мнение. Пишите в комментариях, как вы думаете, ошибаюсь я или нет, но мне кажется, я прав на 99% во всей этой ситуации. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.